Remnant 2 — это не Dark Souls с пушками, хотя, как посмотреть. Игра определенно позаимствовала у него некоторые функции. Коридорность — есть. Телепортация через камни а-ля благодать или костры — есть. Переход между зонами в виде желтого тумана и белого при входе к боссам — есть. Несколько классов на выбор — есть. Но в отличие от любой игры Souls-серии, Remnant 2 не заставит вашу задницу полыхать, и вы не побежите рыдать в душ после встречи с очередным боссом. Нет. Нет. Однако, это определенно качественный продукт, который в первую очередь создан для игры в кооперативе и имеет полную русскую озвучку, что в наше время редкость. Если вы захотели поиграть в эту игру, то рекомендую ее купить через сайт Купикод. На сайте представлено более 2000 игр, которые обновляются каждый день. Всегда актуальный список игр. В подборку попадают только самые проверенные игры, которые набрали больше 10 тысяч отзывов в Steam. Сервис не запрашивает пароли и другие данные от аккаунта, поэтому ваш аккаунт останется в безопасности. Просто выбираете игру, вводите свой логин, мой промокод Therion Games, по которому вы получите 5% скидку, и моментально получаете игру. Если вы зарегистрируетесь на сайте с помощью Телеграма или ВКонтакте, то получите 50 бонусных рублей, а за пост ВКонтакте после покупки еще 25. Также для вас будет действовать кэшбэк на каждое пополнение. Так что если вы хотите покупать игры по самым выгодным ценам, делайте это через сервис Купикод по ссылке в описании. Мое знакомство с Remnant 2 произошло абсолютно спонтанно. Я увидел, что игра вышла, взял ее и начал проходить. Просто решил поиграть во что-то более лайтовое после прохождения Elden Ring, от мысли о которой у меня до сих пор сжимается все мое естество. Конечно, тут будут спойлеры, но с другой стороны, какие могут быть спойлеры в игре, где сюжет простой как дважды два? Начинается все с момента, как мы с подругой ищем блок 13, район номер 9 или 13-й квартал. Якобы это последний оплот человечества в борьбе с корнем, некой заразой, поглотившей мир и превратившей всех в буратин. Но жители блока находят нас быстрее, и что мы видим, что в последнем оплоте человечества осталось человек 10. Мда уж. Затем дед показывает нам чудо-камень, влезает в него, а следом туда лезет Клементина, которой у нас появилось непреодолимое желание ее спасти. Зачем, почему, кто она такая и почему именно мы должны ее спасти, остается загадкой. Дальше сюжет особо никак не раскрывается, кроме того, что мы через камни прыгаем по мирам, зараженным корнем. И оказывается, что Клементина — последняя надежда вселенной на избавление мира от власти корня. Узнаем мы, правда, это уже где-то в середине игры, когда всякая надежда на понимание происходящего почти пропала. Но зато теперь мы точно знаем, что пока Клементина поддерживает водно-солевой баланс вселенной, а мы — аномалия, которая по ее указке уничтожает существ корня, что в итоге приводит к неожиданному результату. Забыла по голове. В виде аннигиляции всего живого. Отлично, с сюжетом разобрались, что там по классам. Я за водой сбегаю. Со старта нам доступно 4 класса: медик, охотник, боец и кинолог. Наличие класса медик уже намекает на кооператив, потому что вряд ли вы в соло-игре будете им пользоваться. Охотник, на мой взгляд, самый простой класс в игре и идеально подойдет для начинающих, так как из винтовок можно выжать огромные цифры урона, от которых все враги будут падать с одного выстрела. Да и в целом все бои с монстрами и боссами становятся гораздо легче, если вы держите их на расстоянии, спокойно расстреливая. Я проходил игру именно за этот класс. Бойца надо брать, если вы хотите хардкора и унижения, так как он заточен под атаки ближнего боя и высокую защиту. Берете бойца, ставите высокий уровень сложности и страдаете. Вот где будет реальный Dark Souls. Ну а кинолог подойдет как для первого прохождения, так и для более легкого прохождения тяжелых уровней сложности, потому что на собаку, бегающую рядом с вами, агрятся все монстры. Пока собака танчит, вы можете спокойно их расстреливать. С боссами такая фишка не прокатит, тут собака будет просто добавлять больше урона. Также в игре доступно еще 7 скрытых классов или архетипов: стрелок, исследователь, призыватель, инженер, алхимик, захватчик и архонт. Все они открываются путем нахождения тем или иным способом нужных предметов и крафтом нужного итема у Уоллеса. Как открыть каждый из архетипов, легко найти в ютубе по названию. Зачем они нужны?
В игре существует мультиклассовая система. Докачав ваш основной класс до 10 уровня, у вас появляется возможность выбрать вторую профессию и также дальше ее прокачивать, получив все навыки и таланты этого архетипа. Например, прокачав на максимум охотника, я второй профессии взял себе кинолога, что сильно упростило прохождение локаций на максимальной сложности. Нужно это, во-первых, для того, чтобы у вас появилось желание перепройти игру новым классом, а во-вторых, собрать классическую пати из танка, хиллера, призывателя и стрелка, как в MMORPG, и пройти игру в кооперативе. Классы — это хорошо, но вот билдостроение внутри каждого класса практически отсутствует. Так как все, чем вы можете усилить ваш класс, это подбор нужного амулета и 4 колец. И то, такое ощущение, что на каждый класс существует один идеальный набор. Кстати, как и в Elden Ring, игра позволяет вам полностью себя пройти с начальным оружием, что я, собственно, и сделал. Ваше оружие всегда будет актуально, потому что тут есть заточка. Точится пушка за разные виды металла, которые разбросаны по мирам и в обилии сыпятся с мобов. Совет. Если вы заточили оружие на плюс 10 и нигде не можете найти материал для его дальнейшей заточки на плюс 15, то создайте мир с более высоким уровнем сложности, там его выбить шанс гораздо выше. Про реликвии, мутаген и навыки в оружии рассказывать нечего. Тут просто выбираете, что вам больше нравится, но не забывайте наведываться наверх к Уоллесу, потому что у него появится возможность увеличить количество использования реликвий. Геймплей. Я за водой сбегаю. Вот тут, по моему мнению, игра проседает, и разработчики могли бы лучше постараться. Всего мы с вами посетим 5 миров. Лоссом. Мир больше всего по духу похожий на Souls-серию. С психованными бабками, различными монстрами, психбольницей и крутым финальным боссом, который с непривычки заставил меня попотеть. Особенно, когда стало понятно, что у боссов тут бывает вторая фаза. Мир пролетает на ура, так как это первая локация в игре, и тут все в новинку и все интересное. Яэша. Мир фавнов, затерянный где-то в лесах. Красочные локации, яркие NPC и интересные квесты. Например, послав королеву фавнов куда подальше и отказавшись ей помогать, нас поймают и посадят в тюрьму. Мир проходится на ура. А вот Лабиринт и Нерут — 2 мира, загнавших меня в уныние. Большие полупустые локации, в случае с Нерудом еще и затянутые туманом, где ты как слепой котенок. Тыкаешься по углам в надежде найти нужный выход в нужное подземелье, где будет лежать нужный предмет для открытия следующего мира. Нерут я смог осилить с 3-й попытки и переборов желание бросить игру, потому что было тупо скучно. Я бы на месте разработчиков эти 2 мира сократил раза в 3 и вместо них добавил бы еще 2-3 новых мира. Тогда было бы идеально. Моя вторая претензия к боссам. Их мало. Это не Elden Ring, где за каждым углом или в каждой пещере вас ждет босс, готовый порубить вас на куски. Нет. Здесь встречается достаточно много локаций, где на вас нападают обычные монстры, которые также легко отстреливаются. И вы продолжаете бежать дальше в надежде, когда же уже случится что-то интересное. Да и боссов тут мало. В каждом мире мы либо попадаем на арену, где различные монстры появляются в больших количествах, и пока их не отстреляем, испытание не закончится. Либо нарываемся на босса, у которого одна фаза и который достаточно легко убивается на расстоянии. Из-за чего создается ощущение, что Лоссом и Мир Корня, финальный мир, делали одни люди, потому что они максимально насыщенные, сложные, интересные и там у боссов 2 фазы, а остальные миры делали другие люди, не особо заинтересованные в удовольствии игрока. Ну и последнее, у меня больше вопрос к вам, чем претензия к игре. Кто-нибудь понял, работают ли вообще таланты или нет? Я за водой сбегаю. В игре есть куча талантов, как классовых, так и получаемых по мере прохождения. Когда прокачиваются классовые таланты или таланты, увеличивающие количество жизни или выносливости, виден результат, и с ними все понятно. Но есть таланты типа уменьшения урона стихий, увеличения дальности уворота, скорость преодоления препятствий, которые вообще непонятно как работают. Я ради интереса уже после прохождения игры прокачал все таланты по максимуму, чтобы посмотреть, есть ли разница, и заметил ее. Персонаж ощущается одинаково как с прокачанными 4 талантами, так и с 15 талантами. В остальном же это отличный шутер, который в 100 раз приятнее проходить в кооперативе и на высоком уровне сложности. А уж саундтрек в игре — мое почтение. Да, кстати, на релизе многие жаловались на проблему с оптимизацией игры, на лаги и вылеты. У меня, к счастью, все прошло гладко. Играл на карточке 4070.
Первый раз делаю обзор на ПК-шутер, но игра действительно удалась, поэтому и рассказать про нее не стыдно. Так что пишите в комментариях, как вам. А также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и бахать в колокол. С вами был Терион, всем пока.